Приветствую! В прошлом видео рассказал о важности постройки автомастерской. Теперь пришла очередь до медпункта и полевого госпиталя. Важность этих построек уже давно известна, но вот полный разбор все-таки стоит провести. И в этом видео я расскажу тебе, какие обезболивающие выгодно изготавливать для восстановления здоровья, чем выгоднее излечивать раны, чем выгоднее лечить частичное заражение инфекции от чумы. Какие интересные бафы дают нам эти постройки? Какие бонусы и скидки ты получишь от навыка медицина и ее специализаций? Какие модификации можно и нужно устанавливать для выгодного изготовления ресурсов и не только? И конечно же затрону экономическую часть, что выгоднее изготавливать на продажу для заработка очков влияния и что для этого необходимо. Что требуется для постройки медпункта? Маленькая ячейка, построенная внутри либо снаружи. Стоимость 8 единиц материалов и 1 рабочая сила. Эффекты от постройки медпункта первого уровня. Пассивное излечение сообщества, требуется 2 единицы медикаментов в день и добавляется 1 койка для лечения чумы. В медпункте первого уровня можно создавать только бинты и слабые обезболы. Улучшение медпункта второго уровня. Стоимость 5 коробок химикатов, 15 материалов, 2 рабочие силы. Второй уровень добавляет еще 1 койку для лечения чумы и возможность изготавливать болеутоляющие. Улучшая медпункт до 3 уровня, мы затрачиваем 10 коробок химикатов, 25 материалов и 3 рабочие силы. 3 уровень добавляет еще 1 койку для лечения и возможность изготавливать мощные обезболы. Что требуется для постройки госпиталя? Лидер, шериф, ячейка под открытым небом, большая ячейка. Стоимость постройки 2 коробки химикатов, 25 материалов и 4 рабочие силы. Эффекты от постройки полевой госпиталь. Итак, полевой госпиталь дает пассивную прибавку максимального здоровья плюс 10, 3 койки для больных чумой. Не путай эти койки с постройкой для спальных мест, они никак не связаны. Также ускорение восстановления ран и здоровья выживших. Лечение заражения при отдыхе. Затрата медикаментов в день минус 2 единицы. Стационарное лечение с помощью радиокоманды. Дистанционно можно повысить уровень здоровья. Плюс 15 влияния в день. Ежедневное обслуживание. 1 единица материала в день. Активные действия постройки полевой госпиталь и медпункта. Теперь перейдем непосредственно к функционалу постройки и рассмотрим самый первый. Это лечение частичного заражения кровавой чумы. Да, именно частичного, потому как положив выжившего в медпункт или госпиталь, при полном заражении постройка может только остановить таймер летального исхода, но не излечить. Для этого тебе выделено максимально 3 койки для лечения. Полезна функция, когда твои персонажи частично заражены, и их можно вовремя излечить, сэкономив ресурсы на изготовление банок с вакциной или сэкономив на ресурсах излечения в разделе медицинской помощи частичного излечения активного персонажа от инфекции. Но к этому я вернусь позже. Изготовление, предметы и медикаменты. Теперь перейдем к самому важному функционалу, и здесь я задержусь надолго. Потому как мы можем изготовить 4 вида медикаментов для восстановления здоровья. И я хочу выяснить, какой из них изготавливать выгоднее всего для лечения или продажи. И в разных вариантах, с бонусами от навыков и модификаций, и без них. Теперь перейдем с тобой к экономической части. Вычислим, сколько ты затрачиваешь очков влияния на изготовление различных обезболов и так далее в различных вариантах изготовления. 4 бинта с бонусом знания медицины. Стоимость 2 единицы медикаментов и 50 деталей. 1 бинт восстановил моему персонажу 75 единиц здоровья. Общая сумма восстановления здоровья 75 умножаем на 4, получаем 300 единиц здоровья. 2 единицы медикаментов. Чтобы узнать 2 единицы медикаментов, мы 175 делим на 4, получаем 43,75, умножаем на 2, получаем 87,5 очков влияния. 50 деталей приравнивается к тому же числу.
87,5, прибавляем 50, получаем 137,5 очков. Затратил на изготовление 4 бинтов. Итог 300 единиц очков здоровья я восстановил за 137,5 очков влияния. У бинтов есть один минус, это анимация лечения персонажа, но ее можно обойти, нажав кнопку уклонения. 2 единицы медикаментов на 4 бинта довольно-таки много, на первый взгляд. Посмотрим, что еще может предложить постройка. 3 бинта без бонусов. Без бонуса медицины я смог создать 3 бинта вместо 4, а это значит, что от 300 очков здоровья мы отнимаем 75 и получаем 225 единиц очков здоровья за 137,5 очков влияния. Итог 225 единиц очков здоровья я восстановил за 137,5 очков влияния. 9 слабых обезболов с бонусом таблеточный пресс и знание фармакологии. Требования поступления воды, стоимость 1 единица медикаментов. Один пузырек восстановил 40 единиц очков здоровья. Общая сумма восстановления очков здоровья. 40 умножаем на 9, получаем 360 очков здоровья. 1 единица медикаментов равно 43,75 очков влияния. Итог 360 очков здоровья я восстановил за 43,75 очков влияния. Слабые обезболы также не сразу восстанавливают здоровье, но с бонусами гораздо выгоднее изготавливать по сравнению с бинтами. 6 слабых обезболивающих с бонусом таблеточный пресс. Стоимость 1 единица медикаментов. Общая сумма восстановления очков здоровья. 40 умножаем на 6, получаем 240 очков здоровья. 1 единица медикаментов равно 43,75 очков влияния. Итог получился 240 очков здоровья я восстановил за 43,75 очков влияния. Таблеточный пресс дает скидку на затрату ресурсов, но не на количество крафта пузырьков. 6 слабых обезболивающих без бонусов. Стоимость 2 единицы медикаментов. Общая сумма восстановления очков здоровья. 40 умножаем на 6, получаем 240 очков здоровья. 2 единицы медикаментов равно 87,5 очков влияния. Итог 240 очков здоровья я восстановил за 87,5 очков влияния. Без бонусов от таблеточного пресса и фармакологии ты можешь создать всего лишь 6 пузырьков за удвоенную плату медикаментами. 9 болеутоляющих с бонусом таблеточный пресс и знание фармакологии. Требования подача воды, стоимость 1 банка этилового спирта и 1 единица медикаментов. Один пузырек восстановил 40 единиц очков здоровья. Общая сумма восстановления очков здоровья. 40 умножаем на 9, получаем 360 очков здоровья. 1 единица медикаментов равно 43,75. 1 банка этилового спирта равно 25 очков влияния. Суммируем эти два числа, получаем 68,75 очков влияния. Итог 360 очков здоровья я восстановил за 68 очков влияния. Болеутоляющие проигрывают в стоимости изготовления по сравнению с слабыми обезболами с бонусами, хотя они не сразу восстанавливают очки здоровья персонажу. 6 болеутоляющих с бонусом таблеточный пресс. Стоимость 1 банка этилового спирта и 1 единица медикаментов. Общая сумма восстановления очков здоровья. 40 умножаем на 6, получаем 240 очков здоровья. Итог 240 очков здоровья я восстановил за 68,75 очков влияния. 6 болеутоляющих без бонусов таблеточного пресса и фармакологии. Стоимость 2 банки этилового спирта и 2 единицы медикаментов. Общая сумма восстановления очков здоровья. 240 очков здоровья. 2 единицы медикаментов 87,5 очков влияния. И 2 банки этилового спирта 50 очков. Суммируем эти два числа, получаем 137,5 очков влияния. Итог 240 очков здоровья я восстановил за 137,5 очков влияния. 6 мощных обезболивающих с бонусом таблеточный пресс. Требования знания фармакологии и вода. Стоимость 2 банки этилового спирта и 1 единица медикаментов. Один пузырек восстановил 75 единиц очков здоровья. Общая сумма восстановления очков здоровья. 75 умножаем на 6, получаем 450. 1 единица медикаментов равно 43,75 очков влияния. 2 банки этилового спирта 50 очков. Суммируем эти два числа, получаем 93,75 очков влияния. Итог 450 очков здоровья я восстановил за 93 очка влияния.
6 мощных обезбола восстановили аж 450 очков здоровья. Больше среди всех перечисленных. Но так ли это выгодно, как кажется на первый взгляд? 6 мощных обезболивающих без бонуса таблеточный пресс. Мощное обезболивающее требует знания фармакологии. Этот навык не дает бонуса. Стоимость 4 банки этилового спирта и 2 единицы медикаментов. 2 единицы медикаментов 87,5 очков влияния, а 4 банки этилового спирта 100 очков влияния. Суммируем эти два числа, получаем 187,5 очков влияния. Итог: 450 очков здоровья я восстановил за 187,5 очков влияния. Ну что ж, перейдем к выводу. В данной таблице приведены результаты выгодного восстановления очков здоровья. На первом месте располагается создание 9 слабых обезболивающих. Бонусы придают этим пузырькам выгодное восстановление здоровья по отношению к цене. Даже на втором месте без фармакологии все равно есть преимущество перед остальными. На третьем месте расположились болеутоляющих с бонусами, а вот мощное обезболивающее не оправдало свою стоимость. Хоть у нее 450 единиц восстановления очков здоровья, она вышла слишком дорогой, чтобы занять тройку лидеров. Кстати говоря, топ лидерства пузырьков без бонусов также занимает слабое обезболивающее. Так что бери на заметку, если у тебя нет таблеточного пресса и фармаколога. Остальные места ты можешь увидеть на экране. Глядя на самый низ списка, понимаю, что я не ошибался насчет создания бинтов и болеутоляющих без бонусов. Восстановление от ран и травм. В этом разделе я могу отнести аптечку первой помощи и функции экстренной медицинской помощи, которую можно активировать, находясь на базе, для активного персонажа. Я не буду рассматривать физиотерапию от постройки полевой госпиталь, потому как она полностью вылечивает раны и полностью восстанавливает очки здоровья всем выжившим, в том числе и активному персонажу, потратив на это 8 единиц медикаментов. Итак, 3 аптечки первой помощи с бонусом знания фармакологии, требования знаний медицины и вода, стоимость 2 банки этилового спирта, 3 единицы медикаментов, 50 деталей. Одна аптечка излечивает 50 единиц очков здоровья от ранений и восстанавливает шкалу здоровья. Если у персонажа нет травм и ран, то восстанавливает максимально 200 очков здоровья, лечит максимально до 3 ран. Общая сумма восстановления очков здоровья от ран. 50 умножаем на 3, получаем 150 очков здоровья от ранений. 2 банки этилового спирта 50 очков, 3 единицы медикаментов 131,25 очков влияния, 50 деталей приравнивается к тому же числу. Суммируем эти числа, получаем 231,25 очков влияния. Итог: 150 очков здоровья от ранений и 600 очков здоровья шкалы я восстановил за 231,25 очков влияния. 2 аптечки первой помощи без бонусов. Без бонуса фармакологии вместо 3 аптечек мы можем создать 2, поэтому тут все проще. От общей суммы очков здоровья отнимаем 50 единиц. Итог: 100 очков здоровья от ранений и 400 очков здоровья шкалы за 231,25 очков влияния. Экстренная медицинская помощь с бонусом медицина. Стоимость 2 единицы медикаментов. Одна экстренная помощь восстанавливает также 50 единиц очков здоровья от ранений с исполнением шкалы здоровья. Экстренная медицинская помощь избавляет от ранений и травм только на территории базы. Если у персонажа нет травм и ран, то полностью восстанавливает здоровье. Сравним экстренную помощь с 3 аптечками. 50 умножаем на 3, получаем 150 очков здоровья от ранений. 2 единицы медикаментов равно 87,5 очков влияния. 87,5 умножаем на 3, получаем 262,5 очков влияния. Итог: 150 очков здоровья от ранений и бесконечное восстановление шкалы за 262,5 очков влияния. Экстренная медицинская помощь без бонусов. Без бонуса медицины для экстренной медицинской помощи требуется 3 единицы медикаментов вместо 2. 131,25 умножаем на 3,
получаем 393,75 очков влияния. Итог 150 очков здоровья от ранений и бесконечное восстановление шкалы за 393 очков влияния. Вывод по восстановлению ран и травм. В первую очередь я хочу сравнить все вышеперечисленные методы в эффективном излечении ран и травм, а потом уже восстановление шкалы очков здоровья, так как раны и травмы будут в преимуществе для их восстановления. Я составил таблицу, на которой отчетливо видны результаты. Первое место, на удивление, заняли аптечки с бонусом от фармакологии. Они излечили моему персонажу 150 единиц очков здоровья за самую низкую стоимость очков влияния. Но хочу заметить, что восстановление шкалы здоровья в этом случае мы можем восстановить всего лишь 600 единиц максимум. Я думаю, что одна аптечка в большинстве случаев заполнит нашу шкалу здоровья полностью, без особых проблем, так как наши персонажи не всегда имеют максимальный уровень здоровья, превышающих 200 с плюсом. У экстренной помощи есть преимущество в количестве излечения ран, поэтому хочу прояснить для тебя важную вещь. В каких случаях лучше принимать аптечки, а в каких экстренную помощь. Итак, если у твоего персонажа больше 3 ранений и травм в общей сумме, и очки здоровья твоего персонажа превышают за 200 с плюсом, то лучшим вариантом в таком случае воспользоваться экстренной медицинской помощью. И еще, если в твоем шкафчике с припасами нет компонентов для изготовления аптечек, так как вызов торговца из торгового склада для покупки банок этилового спирта составляет 125 очков влияния. В остальных случаях аптечка будет выигрышным вариантом, поэтому здесь все зависит от ситуации, в каком состоянии находится твой персонаж. А результат таблицы не является показателем качества восстановления ран и травм. Излечение от кровавой чумы. Вакцину от кровавой чумы в игре можно изготовить в медпункте, госпитале или же купить у торговца медикаментами за 300 очков влияния. Но у торговцев в продаже ограниченное количество склянок с вакциной. Я заметил только одну, и для большинства количества выживших в составе этого недостаточно. Образцы чумы можно достать, убивая чумных врагов, и их сложнее всего добывать. Поэтому я не буду сравнивать крафт с покупкой у торговца склянок вакцин. Знание патологии дает бонус создания вакцины, уменьшая количество образцов чумы, а создание партии вакцин сокращает время для изготовления склянок, разделив созданную партию. Изготовление ресурсов. Теперь хочу рассмотреть вариант изготовления медикаментов в данных постройках. Изготовление 2 единиц медикаментов с бонусом медицина и фармакологии. Данная функция прокачивает навыки химии и медицины. Навык химии ускоряет работу, навык медицины уменьшает расход компонентов, а навык фармакологии увеличивает производство. Стоимость 3 коробки химикатов, 3 банки этилового спирта, 30 деталей и 1 рабочая сила. 75 плюс 75 плюс 30 равно 180 очков влияния. 180 умножаем на 2, получаем 360 очков. Итог 4 единицы медикаментов за 360 очков влияния. Стоимость 4 единиц медикаментов у торговца составляет 175 очков влияния, плюс 125 затраченных очков влияния за использование радиокоманды. 125 плюс 175 получаем 300 очков. Итог 4 единицы медикаментов за 300 очков влияния. Торговля с торговцем из торгового склада сэкономила нам 60 очков. При этом у торговца можно купить 3 мешка с медикаментами, и с ним можно поторговаться, продав ему компоненты и предметы с выгодой для себя, заработав на нем 500 очков. В итоге даже бонусы от навыков не помогли выгодно скрафтить медикаменты. Так что без бонусов от медицины и фармаколога я не вижу смысла сравнивать его с покупкой у торговца. Поэтому я не рекомендую тебе крафтить медицину в медпункте или госпитале, если у тебя в наличии построен торговый склад. Раздел медицинской помощи и бафы от постройки. Кроме экстренной медицинской помощи, в этом разделе находится функционал для лечения инфекции активного персонажа. Подчеркну, что данная функция лечит только частичное заражение, и с бонусом от навыка патология
Стоимость такого лечения составляет 1 образец чумы. В принципе, редко пользовался данным функционалом, потому как существуют менее затратные способы лечения частичного заражения. Например, положив выжившего на койку, или же воспользоваться полезными модификациями для излечения от инфекций, о которых я расскажу позже. К тому же, наличие госпиталя лечит выживших в активном состоянии от частичного заражения. Но если тебе срочно нужно вылечить частичное заражение, то этот вариант тебе подойдет. Первая помощь – отличный баф, которым я часто пользуюсь, когда мое сообщество находится в благоприятных условиях, не нуждаясь в ресурсах медицины, потому как данный баф требует 3 единицы медикаментов. А как правило, в начале нашего пути, в суровой реальности выживания, нехватка медикаментов может плохо повлиять на многие функции нашего сообщества. Итак, что же нам дает этот баф? С бонусом знания патологии максимальное здоровье плюс 50 за 1,5 часа и инфекция чумы минус 45% за то же время. Отличный способ обезопасить себя в опасных вылазках на кровавые сердца, подняв себе временно иммунитет от кровавой чумы на 45%. Поэтому рекомендую активировать его, если достаточно количество медикаментов и нет больших затрат на медицину, то обязательно стоит этим воспользоваться. Также, если в твоем сообществе найдется выживший знанием хирургии, то вдобавок к иммунитету от кровавой чумы добавится бонус к снижению вероятности ранений на 45% за те же самые 1,5 часа. Активация первой помощи улучшает знания медицины твоего персонажа. Ускорить заживление ран и травм. Очередной баф от знаний хирургии, которым я никогда не пользовался и возможно не стану. Этот баф на 150% ускоряет восстановление от ран и травм. Действие на протяжении 1 часа. Наши выжившие на базе и без этого бафа восстанавливаются от ран и травм. Но если тебе не жалко отдавать за это 3 единицы медикаментов и 1 рабочую силу, то пожалуйста. Я же не нашел в этом огромной необходимости. Ускорение восстановления от инфекций. Дает бонус лечения заражения плюс 300% за 1 час. Ускорение лечения инфекции от знания патологии. Не лечит заражение запущенной формы, а только частичное заражение, и поэтому отдавать за это 2 единицы медикаментов и 15 образцов вообще не выгодно. Уже лучше создать склянки с вакциной. Поэтому я ни разу не пользовался этим бафом, как и ускорение заживления ран. Уж слишком эти бафы дорогие, когда частичное заражение можно вылечить бесплатно, просто положив 3 максимум выживших на койку или создав склянку с вакциной с бонусом за те же 2 единицы медикаментов и 3 образцов. Особое лечение. Физиотерапия. Лечение всех ран и травм в сообществе от постройки полевой госпиталь. Требует стоимость 8 единиц медикаментов. С бонусом от навыка хирургии 6 единиц медикаментов и 1 рабочую силу. Одно из самых дорогих удовольствий, но зато самых эффективных. Лечит всех членов сообщества и активного персонажа за пределами базы. Не знаю, до какого состояния нужно довести свое сообщество, чтобы воспользоваться данным функционалом, потому как у меня такого не было, чтобы все выжившие были в критическом состоянии. Но если у тебя получилось довести свое сообщество до суицидального состояния, то, конечно, тебе стоит сюда заглянуть, так как это будет выгоднее всего, чем отдельно лечить каждого аптечкой или функцией экстренной медицинской помощи, о которой я рассказывал выше. Зато хочу выделить одну особенность у физиотерапии. Хорошая прибавка к прокачке знаний медицины. И твой персонаж может за 2 таких лечения дойти до прокачки специализации. Лечение инфекций. Еще одна функция постройки полевой госпиталь и еще бессмысленнее, чем физиотерапия. Потому как, затратив 8 единиц медикаментов,
твои выжившие не смогут вылечиться от кровавой чумы. Да и за 15 минут дающая тебе постройка не успела бы по времени излечить кровавую чуму. Отдавать 8 единиц на излечение частичного заражения, ну не знаю, по мне так фигня какая-то. Бонус от знания патологии дает скидку в 6 единиц медикаментов. Также хорошо прокачивает навык медицина, но бессмысленный функционал от постройки, так как я также не видел необходимости пользоваться им. Улучшение модификации для медпункта и госпиталя. В этом разделе хочу как можно больше раскрыть интересных модификаций. Может быть, у меня не получится раскрыть все модификации, но я выделю полезные, те, что помогут в изготовлении ресурсов и лечении персонажа. Буду перечислять от менее полезных к более необходимым. И первый в списке оказывается набор для наложения шин. Дает твоим выжившим 30% к лечению ран, что ускоряет текущую скорость заживления ран. Неплохой вариант установить этот модификатор, если в твоем инвентаре нет более лучшего варианта. Аппарат с пеной дает возможность мгновенно восстановить максимальное количество очков здоровья персонажа. Установив этот модификатор, в главном меню полевого госпиталя и медпункта появляется отдельная кнопка, функция которой действует на территории базы. Отличный способ сэкономить пузырьки обезболов, но, к сожалению, не лечит раны и травмы. Станция очистки. Ускоряет исцеление от частичного заражения кровавой чумы на 25%. В момент отдыха, меняя персонажа, начинается процесс восстановления от частичного заражения. При этом персонаж проводит активный образ жизни, находясь на территории базы. Полезная модификация, если в твоем сообществе слабо прокачан медпункт и у тебя нехватка коек для лечения частичного заражения. Автоклав. Похожая модификация на станцию очистки, с большим эффектом уже на 50%. Излечению от частичного заражения, только требующая подачу электричества на нашу базу. Таблеточный пресс. Теперь перейдем к топовой модификации, без которой я не представляю крафт обезболивающих. Не только для повышения очков здоровья, но и для торговли подходит этот модификатор. Таблеточный пресс снижает стоимость крафта обезболов в 2 раза, поэтому рекомендую в первую очередь установку этой топовой модификации. Ну и наступил момент рассказать о самой уникальной модификации, которая позволяет имбово истреблять не только зомби и выродков, в том числе и сердца, но и без особого труда устранять враждебных выживших. Я сейчас говорю о самой лучшей модификации для медпункта и госпиталя – биохимическая лаборатория. Установив этот модификатор, открывается меню для создания уникальных препаратов. И первым в списке является Адора-блокатор. Имбовый лосьон с приятным ароматом зараженной мертвечины. Позволяет выжившему и его спутнику выдать себя за мертвяка и спокойно ходить среди стай, не выдавая себя за вкусный кусочек живой плоти. Ударив одного из зомби, ты раскрываешь себя с вражеской стороны, и пробегающий мимо дикарь может заподозрить неладное, так как дикарь не жалеет своих же подопечных и, роняя их на землю, дикарь может обнаружить, что мы под прикрытием. К сожалению, у данного препарата и у всех остальных есть побочка, которая частично заражает нашего выжившего. Знание патологии и фармакологии дает хороший бонус в количестве создания лосьонов и в скидке создания. Действие одной банки Адора-блокатора 5 минут. Доза ZA. Еще один препарат, позволяющий видеть в темноте как кошка, но практически бесполезные таблетки, так как у нас есть бесконечный фонарик. И его вполне достаточно, чтобы рассмотреть многих выродков вдалеке. А с новым 37-м обновлением фонарик стал еще ярче и дальше рассеивает свет. Так что эти таблетки стали еще более бесполезные, чем раньше. Бонусы также патология и фармакология. Одна принятая таблетка по времени действует 5 минут, так что решай сам, стоит ли их употреблять. Z-адреналин. Таблетки, ускоряющие восстановление здоровья и энергию. Как написано в описании к этим таблеткам, что они увеличивают восстановление до нечеловеческих пределов. Так ли это на самом деле? Шкала энергии действительно быстро восстанавливается, но
Если бежать в спринте без прокачанного навыка марафон, энергия потихоньку будет убавляться до полного изнеможения. Чего не могу сказать о прибавке к здоровью. Здесь восстановление происходит в 2 раза дольше, и этого времени хватит, чтобы тебя отправили в свет иной. Таблетки также создаются с бонусами, улучшая навыки, патологии и фармакологии. Метательное оружие. Зомби-приманка. Самый легкий способ избавления от мучения враждебных групп. Предварительно смазавшись лосьоном Адора-блокатора, киньте одну баночку зомби-приманки в здание с враждебными людьми. И наслаждайтесь моментом, как ваши враги будут отбиваться от толп не только зомби, но и различных выродков. Рекомендую это сочетание в тех случаях, когда в твоем арсенале малое количество боезапаса. Еще ни разу после такого никто не выживал. Знание химии дает бонус в количестве изготовления зомби-приманки. Граната с газом гниляка – самое универсальное метательное оружие, которое подходит на все случаи жизни, убивая не только людей, но и используя ее как подрывное устройство в сочетании с коктейлем Молотова или сигнальным огнем. Если бросить к сердцу сигнальный огонь и затем следом 3 гранатки с газом, то ты избавишься от него самым быстрым способом. Знание химии дает бонус в изготовлении. Граната для газомета 40 мм. То же самое, что и предыдущая граната, только уже для газомета, специального гранатомета. Медпункт и полевой госпиталь для торговли. Последний завершающий пункт занимает особую важность выживания. Торговля. Всегда буду выделять эту отрасль как самый важный элемент в постапокалиптическом мире, кишащий толпами мертвяков и не самых приятных личностей среди выживших. Что же необходимо для торговли? И чем можно торговать? Торговать можно любыми предметами и медикаментами. Но это не всегда выгодная сделка. Я же расскажу, как воспользоваться максимальной выгодой создания предметов для торговли. Начнем с бинтов. 4 бинта. Для бинтов нет требования для их создания, но бонус от медицины дает преимущество. Стоимость 2 медикамента равно 87,5 очков влияния. 50 деталей приравнивается к тому же числу. Суммируем эти два числа, получаем 137,5 очков влияния и плюс 125 очков на вызов торговца. Лучшим вариантом я посчитаю, сколько максимально можно продать бинтов для максимальной выгоды. На продажу 1 бинт равно 9 очков влияния. У торговца в наличии 500 очков. 500 делим на 9, получаем 55 бинтов. И 5 очков остается у торговца. 55 умножаем на 9, получаем 495. Отнимаем 125, получаем 370 очков. Заработали на продаже, учитывая стоимость вызова торговца. Стоимость создания одного бинта. 137,5 мы делим на 4, получаем 34,375 тысячных. На создание 55 бинтов я затратил 34,375 тысячных мы умножаем на количество бинтов 55, получаем 1890 очков за 55 бинтов. Итог: одному торговцу мы продали 55 бинтов за 370 очков. Затратили на создание 55 бинтов, потратив 1890 очков. У торговца осталось 5 очков. Что выгоднее, крафт или покупка у торговца? Стоимость создания одного бинта 34 очка. Стоимость покупки одного бинта 25 очков. И не стоит забывать об ограниченном количестве бинтов и стоимости вызова торговца, за исключением рандомного на карте. Как ты заметил, торговля бинтами не принесет выгоды, а даже наоборот выльется в убыток. А если сравнить покупку бинтов у торговца из торгового склада с крафтом на базе, тут все неоднозначно. Если тебе есть чем торговаться на базе, то можно отбить стоимость вызова торговца за 125 влияния и тем самым купить пару бинтов будет выгодным предложением, чем создание на базе. Поэтому тут все зависит от ситуации. 9 слабых обезболивающих с бонусом таблеточный пресс и фармакология.
Стоимость 1 медикамент равно 43,75. Стоимость продажи максимального количества пузырьков. 1 обезбол стоит 4 очка влияния. 50 делим на 4, получаем 125 пузырьков. 125 умножаем на 4, получаем 500. И отнимаем 125. Получаем 375 очков. Стоимость создания одного обезбола. 43,75 делим на 9, получаем 4,86. На создание 125 обезболов я затратил 4,86 умножаем на количество 125, получаем 607,5. Итог: на продаже 125 пузырьков обезбола я заработал 375 очков. На создание 125 пузырьков я затратил 607,5 очков. Что выгоднее, крафт или покупка у торговца? Покупка у торговца одного обезбола равно 10 очков влияния, а крафт на базе одного обезбола 4,86. Итак, слабый обезбол невыгодно продавать, но крафт с бонусом для лечения намного выгодней. И как уже известно из-за результата, эти обезболивающие самые выгодные по цене и качеству. 9 болеутоляющих с бонусом таблеточный пресс и фармакология. Стоимость 1 банка этилового спирта и 1 единица медикаментов. 25 плюс 43,75 получаем 68,75. Стоимость продажи максимального количества пузырьков. 1 пузырек на продажу равно 9 очков влияния. 500 делим на 9, получаем 55 пузырьков и 5 очков у торговца. 55 умножаем на 9, получаем 495. Отнимаем 125, получаем 370 очков. Стоимость создания одного болеутоляющего. 68,75 делим на 9. Получаем 7,63. На создание 55 болеутоляющих я затратил 7,63 умножаем на 55. Получаем 419,65. Итог: на продаже 55 пузырьков болеутоляющих я заработал 370 очков. На создание 55 пузырьков я затратил 419,65 очков. Что выгоднее, крафт или покупка у торговца? Покупка у торговца одного пузырька 25 очков. Крафт на базе одного пузырька 7,63. Итак, то же самое выходит с болеутоляющими. 6 мощных обезболивающих с бонусом таблеточный пресс. Стоимость 2 банки этилового спирта и 1 единица медикаментов. 50 плюс 43,75 равно 93,75. Стоимость продажи максимального количества пузырьков. 1 пузырек равно 34 очка влияния. 500 делим на 34, получаем 14 пузырьков. И 24 очка остается у торговца. 14 умножаем на 34, получаем 476. Отнимаем 125, получаем 351 очко. Стоимость создания одного болеутоляющего. 93,75 делим на 6, получаем 15,625. На создание 14 мощных обезболивающих я затратил 15,625 умножаем на 14, получаем 218,75. Что выгоднее, крафт или покупка у торговца? Покупка у торговца одного пузырька равно 100 очков влияния. Крафт на базе одного пузырька равно 15,625. Итог: на продаже 14 пузырьков мощных обезболивающих я заработал 351 очко. А на создание 14 пузырьков я затратил 218. Итак, отличный результат и самый лучший из всех перечисленных. 351 отнимаем 218,75, получаем 132,25 очков я заработал. Поэтому для торговли рекомендую использовать именно мощные обезболы. 3 аптечки первой помощи с бонусом фармакологии. Стоимость 2 банки этилового спирта, 3 единицы медикаментов и 50 деталей. 50 плюс 50 плюс 131,25 получаем 231,25. Стоимость продажи максимального количества аптечек.
Одна аптечка равно 34 очка влияния. 500 делим на 34, получаем 14 аптечек. И 24 очка влияния остается у торговца. 14 умножаем на 34, получаем 476. Отнимаем 125, получаем 351 очко. Стоимость создания одной аптечки. 231,25 делим на 3. Получаем 77,8. На создание 14 аптечек я затратил. 77,8 умножаем на 14. Получаем 1079,12. Что выгоднее, крафт или покупка у торговца? Покупка у торговца одной аптечки равно 100 очков влияния, а крафт на базе одной аптечки 77,8. Итог. На продаже 14 аптечек я заработал 351 очко, а на создание 14 аптечек я затратил 1079 очков. Невыгодное предложение, поэтому крафт аптечек уместен только для лечения ран. Вакцина от кровавой чумы и партия вакцин. Этот вариант продажи сложно сравним с перечисленными выше предметами, так как образцы чумы фармятся от чумных зомби и выродков, поэтому я не хочу сравнивать выгоду в торговле. Скажу только одно: если уж в твоем шкафчике с припасами совсем нет предметов на продажу, то партия вакцин заберет у торговца все 500 очков влияния. В составе партии вакцин входит 4 пузырька. Разобрав партию вакцин и продавая по отдельности, одна банка вакцин стоит 102 очка влияния. 102 умножаем на 4, получаем 408 очков. Поэтому по отдельности вакцины лучше не продавать. Покупка одной склянки вакцин стоит 300 очков. Ну что ж, такие получились результаты. Я постарался дать развернутый ответ на все вопросы, учитывая пожелания своего зрителя. Теперь тебе стало больше известно, что лучше изготавливать на продажу и чем лучше лечить своего выжившего и в каких ситуациях. Я думаю, что многие опытные игроки знали об этом, я же привел очевидные доказательства, подсчитав все и выяснив для себя многие аспекты. Надеюсь, все тебе понравилось. Удачи!